Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, что вас ожидает в течение этого месяца, чем он вас порадует, удивит и какие энергии привнесет в вашу жизнь. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Итак, приступим с вами. Арканы перед вами. Надеюсь, они вам хорошо видны. Начнем. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан справедливость, она же правосудие. То есть в какой-то степени аркан кармы. То есть, иными словами, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому отголоски этих событий вы особо сможете ощутить в феврале 2024 года. Это месяц юридических дел, оформление документов, переоформление, у кого-то восстановление исков в судах. Для некоторых это могут быть вопросы дележки имущества, может быть бракоразводные процессы. Или в лучшем случае это просто оформлять доверенность на кого-то из своих близких, заниматься вопросами опекунства. То есть все, что у нас так или иначе касается юридических моментов, будь то какие-либо жалобы или иски на получение материальной компенсации от каких-то предприятий или, может быть, физлиц, да, потому что эта карта показывает, что я хочу справедливости, то есть вы будете к ней стремиться и будете, так сказать, пытаться ее достичь. В какой нише в особенности у вас будет звучать этот аркан? У нас здесь ложится 4 монет. Это вопросы сохранения финансовой стабильности. То есть если вам задолжал банк, или там должен проценты, или не отдает какие-то ваши вклады, то есть это судиться. Или судиться с теми лицами, которые действительно у вас брали в долг, вам не вернули. Опять же, заявить о своих правах на материальную компенсацию, матпомощь или какие-либо субсидии, дотации, которые вам положены. То есть все то, что касается так или иначе материальных аспектов. То, что соотнесем с вопросами карьеры и работы. У вас здесь ложится король жезлов. Это карта, которая указывает на ситуацию взаимодействия с мужчиной огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, и, конечно же, его непосредственное влияние на вопросы вашего развития. Поскольку вы сами представители огненной стихии, то эта карта может указывать на мужчин. То есть это все в ваших руках. Вы можете в рамках этого месяца кардинальным образом поменять перспективы в плане карьеры или работы в лучшую сторону. Для девушек и женщин, как характеристика ситуации, это внутренние амбиции, которые вас будут заставлять стремиться к большему, идти к лучшему, достигать новых вершин, новых высот. То есть пробовать себя в новой ипостаси, не бояться брать на себя новые задачи и, конечно же, достигать успеха. Я понимаю, что многих здесь может смущать вопрос наличия меча и так далее, но это специфика этой колоды, это в действительности король жезлов. То есть кто хочет глубже копнуть вопросы прорисовки и значения этих арканов, вы можете загуглить информацию по этому инструменту. А мы с вами продолжаем. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, у вас здесь ложится аркан королева монет. Карта, которая говорит о том, что благодаря взаимодействию и общению с рядом лиц, то есть не обязательно напрямую, а именно, вы, может быть, подписались на какого-то коуча, там, на Ютубе, в Инстаграм или в каких-то других социальных сетях, и человек вас замотивировал к каким-то действиям, потому что здесь это начинать что-то делать. Поскольку здесь как изображение, видите, она угощает. У кого-то, может быть, на повестке дня это вопросы кулинарии. К примеру, вы можете готовить домашний полуфабрикат или какую-то выпечку и, так сказать, начинать свое дело. Или вести свой кулинарный блог, делиться полезными рецептами. Кто-то может вообще, в принципе, обучать этому. Или если вы стремились к чему-то, открыть кофейню, может быть, какое-то свое небольшое кафе, но все, знаете, как-то не решались, было страшно, то вот сейчас, как показывают арканы, будет помощь и поддержка в реализации задуманного.
Для тех же, кто у нас является соискателем, у нас здесь король жезлов и десятка монет. Это помощь со стороны окружения, близких, знакомых, ваших родственников, которые вас могут устроить как в крупную компанию, так и на работу, так сказать, в частном порядке. Работать, знаете, как... Может быть, и зарплата у вас будет в конверте, но, тем не менее, вы здесь будете довольны по ситуации, потому что это вопросы процветания, это сплоченность коллектива, взаимодействие с единомышленниками, ну и довольство текущим положением вещей. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, король жезлов и колесница, конечно же, это вопросы прорыва. А именно, это повышение в должности, это карьерный рост, это может быть перевод в другой филиал, но, знаете, как перевод с целью повышения вашего роста. То есть для вас эта ситуация однозначно в плюс. Если же вы владеете собственным делом, то у нас здесь ложится рыцарь мечей. Вот такая вот здесь наковальня. Король жезлов и рыцарь мечей. Это трезво, здраво, объективно взглянуть на ситуацию. Это разорвать контракты с теми партнерами, взаимодействие с которыми вам не дают результата. Или отказаться от обслуживания клиентов, которые, по сути, ну, знаете, как тянут вас на дно или не дают какого-то позитивного отклика. То есть здесь как переоценка системы ценностей. Не бояться быть в чем-то жестким, прямолинейным, знаете, как гнуть свою линию или свою стратегию. То есть это то, что будет особенностью вашего бренда, вашей компании, вашего предприятия, но позволит вам действительно избавиться от ненужных проблем. Если смотреть финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится аркан суд. Ну, суд, во-первых, в судебном порядке это получать какую-то материальную компенсацию. Во-вторых, восстановление финансового положения вещей, увеличение дохода, заработка. Для кого-то получение наследства или львиной доли при разделе имущества. Вопросы здоровья. У нас здесь ложится девятка жезлов. Девятка жезлов – это защитные функции организма, это вопросы сопротивления, укрепления вашего состояния здоровья. И здесь за счет не только вопросов режима дня, аспектов питания, это физическая нагрузка, активность, ну, та, которая подходит вам. Я не говорю, что это должен быть какой-то хард-рок. Это может быть что-то в лайтовой форме, будь то йога, пилатес, плавание, танцы. Но вместе с тем то, что позволяет, знаете, как восстанавливать ресурсы вашего организма. И вопросы личной жизни. Как мы видим, здесь ложится девятка мечей. Это какие-либо переживания, страхи. С чем они связаны, на что это они направлены, мы сейчас с вами будем прояснять. Но первый аспект – это, знаете, концентрация на себе, на вопросах своей самооценки. Поэтому, если у вас не есть проблема, она у вас занижена или завышена, это ситуация, когда нужно ее проработать. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас свободен. По пятерке монет это вопросы самокопания, самоедства, такая удручающая ситуация, когда вам кажется, что вы недостойны построения отношений, может быть, с конкретным партнером или партнершей, или в целом недостойны пары. Это сомнение в том, что вы вообще можете построить отношения. Это может быть затяжной период одиночества, который вас угнетает или утомляет. И знаете, как следствие неверия в себя. Вот здесь очень важно все-таки поработать с грамотными специалистами, коучингами по личностному росту, психологами. Не обязательно, повторюсь, индивидуально тет-а-тет. Не у всех есть на это ресурсы. Но сейчас такой объем информации, такой кладезь, потому что интернет, пожалуйста, читайте литературу, смотрите каких-то специалистов. Я не говорю, что вы должны слепо следовать чьим-то рекомендациям и наставлениям, но тем не менее подчеркнуть для себя зерно истины в каких-то моментах вы можете. И увидеть, так сказать, со стороны, в чем может быть ваша проблема, как ее исправить, как ее проработать, что со всем этим делать. Ну и как следствие поменять текущую ситуацию. Но будут ли здесь какие-то знакомства или построения отношений, как вы видите, по арканам нет. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках. Девятка мечей, карта влюбленной – это боязнь сделать выбор. Определиться, наконец-то, с кем вы хотите быть, с кем остаться. Боязнь ситуации, что всплывет какая-то информация о том, что у вас есть адюльтера, отношения на стороне. Но здесь нужно определяться, так сказать, выбирать свой путь, которым вы пойдете дальше по жизни. Месяц в этом вопросе будет знаковый, поэтому страшно, не страшно, но тем не менее придется определиться. У тех же, кто у нас в стабильных союзах, девятка мечей и девятка монет. Это ситуация, когда вы беспокоитесь
относительно своей ценности в паре. Не задвинул ли ваш партнер или ваша партнерша вас, так сказать, на задворки вашего союза? Не кладете ли вы на алтарь ваших отношений вашу жизнь, ваши увлечения, ваши устремления? Потому что девятка монет – это боязнь не потерять себя, свое я, свою самодостаточность в этом партнерстве. Поэтому в течение этого месяца активно будете вкладываться в себя, в свои хотелки, в свои какие-то пожелания, так сказать, брать бразды правления в ваших отношениях. Я не говорю, что на постоянной основе, но может быть в рамках этого месяца. И смотрим с вами рекомендации от карт. У вас здесь ложится пятерка чаш. Пятерка чаш – это наши страхи, наши переживания, вот то, что нас сдерживает, не дает двигаться вперед, расти. Видите, или как вот мы здесь изображен у нас воздушный шар, то, что не дает нам двигаться выше, достигать каких-то целей. То нужно проработать вот эти негативные эмоции, не бояться посмотреть им в глаза и их отпустить. То есть не бояться что-то в жизни потерять, потому что когда мы всеми силами это пытаемся удержать, это ухватить, сохранить, как правило, оно от нас и уходит. А как только мы даем свободу выбора себе, другим людям, сразу будут, знаете, как ясны и расставлены все точки над «и». И вы обретаете легкость и, как говорится, свободу выбора. Для вас это очень важно. Посмотрим с вами неожиданность периода. Какова здесь будет ситуация? Что же здесь? Тучи, всадник и падает карта коса. Так, в качестве неожиданности это какие-то новости, которые кардинальным образом заставят вас вспоминать все свои планы. В большей степени, поскольку дно колоды у нас ложится карта башни, это касается вопросов работы, бизнеса, карьеры, а также все, что у нас касается госструктур. Ну, например, переносят заседание суда, вам нужно будет резко корректировать свои планы или там резко откуда-то возвращаться, или в целом менять стратегию, текущее положение вещей, например, того же адвоката, потому что туча всадник – это какая-то информация, которая не то что вас ставит в тупик, но в связке с косой это как резко что-то менять, чтобы, ну, так сказать, достичь успеха в этих заведениях, потому что карта башни – это, в принципе, любые госструктуры, где вам нужно будет идти напролом, добиваться своих целей. Поэтому вот так. Такой у вас месяц, очень насыщенный. Если мы посмотрим, наиболее знаковым он будет у вас в плане финансов. Ну и, конечно, здесь акцент на вопросы личной жизни. Я вам закрою все таковым образом, чтобы информация шла у вас со знаком плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как отозвалась эта информация по факту, какие перемены в вашей жизни произошли. Буду вам признательна за коммуникацию, за обратную связь. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Благодарю вас за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.